Всем привет! Вы на канале Вкусно дома, и с вами я, Ольга Молодцова. Сегодня мы будем готовить с вами очень вкусное домашнее печенье с вареньем. Этот рецепт я знаю еще с детства. Вместе с моей мамой мы готовили такое печенье. Кстати, его называют еще тертый нарезной пирог. Итак, начинаем. Какие продукты нам понадобятся для него? 180 граммов сливочного масла, 500 граммов муки, 2 яйца, 150 граммов сахара, столовая ложка майонеза, пол чайной ложки соды, чайная ложка 6 или 9% уксуса и 500 граммов варенья из смородины. Что касается начинки, то именно варенье из смородины подходит для этого печенья лучше всего. Его такая легкая кислинка разбавляет сладость теста, и все вместе это очень гармонично. Кстати, если у вас нет варенья, то можно взять джем. А вообще, как приготовить такое варенье, у меня есть видео на канале, и ссылочку на него я оставлю в описании. Итак, начнем готовить тесто. И для начала сахар нужно взбить со сливочным маслом. Чтобы это легко сделать, масло должно быть комнатной температуры, то есть довольно мягкое. Масса должна слегка посветлеть и стать однородной. Теперь к нашему тесту добавляем яйца и все тщательно размешиваем. Сейчас нам нужно будет соду погасить уксусом, смешать их до образования пенки и добавить к тесту. Теперь к тесту добавляем ложку майонеза. Причем это делать не обязательно. Если вы категорически против этого продукта, можете его не добавлять. Так получится обычное песочное тесто, и печенье будет тоже очень вкусным. Но я добавляю майонез лишь с одной целью. После этого тесто получается просто тающим во рту и очень рассыпчатым. Ну и нам осталось лишь добавить муку. Постепенно за несколько раз всыпаем ее и размешиваем до однородности. В результате тесто у нас должно получиться вот таким вот довольно плотным, но в то же время мягким. Итак, тесто у нас готово. Сейчас от него нужно отделить чуть меньше половины и заморозить. Чтобы это быстрее было, я беру обычно небольшое количество, скатываю в шарик и прямо на досточке эти шарики замораживаю. Слишком долго замораживать тесто не нужно. Подержим его минут 15-20, чтобы оно просто стало потверже, его легко было натереть на терке. Ну а нам дальше оставшееся тесто нужно тонким слоем раскатать на противне или в форме, в которой вы будете выпекать печенье. Причем форма должна быть достаточно большой, а толщина теста должна быть примерно 5, 6, 7 мм. Кстати, если у вас стеклянная или антипригарная форма, то дополнительно смазывать ее маслом не нужно. А если вы сомневаетесь в покрытии вашей формы, то обязательно смажьте ее тонким слоем растительного масла. Раскатывать тесто в форме удобно либо маленькой скалочкой, либо можно разровнять просто руками. Ну а выровнять тесто можно с помощью гладкого стакана. Ну что ж, вот и готова наша основа для печенья. Главное, чтобы она была целая, нигде, чтобы тесто не разошлось и не было дырочек. Теперь нам ее нужно покрыть ровным слоем варенья. И теперь наше подмороженное тесто, которое мы оставляли в начале, нужно натереть на крупной терке сверху варенья. Выпекаем наше печенье в течение 25-30 минут в духовке, разогретой до 180 градусов. Оно должно стать румяным, золотистым, и ничего страшного, если краешки подгорят, мы их потом обрежем. Ну вот и испеклось наше румяное и очень ароматное печенье. И именно сейчас, пока оно горячее и мягкое, его нам нужно нарезать. Затем оно затвердеет, и это сделать ровно будет почти невозможно. Можно сделать из него квадраты или треугольники. Я делаю обычно ромбы. Сначала печенье нарезаем на горизонтальные полоски, а затем их разрезаем по диагонали. Когда печенье мы нарезали, оставим его остывать в этой же форме, пока его не достаем, иначе оно все раскрошится и разломается. А вот когда остынет, затвердеет, тогда его можно достать.
В результате у нас получается очень нежное, просто тающее во рту ароматное печенье с легкой смородиновой кислинкой. Если вам понравился этот рецепт, то обязательно ставьте лайк. Не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые рецепты. Кстати, этого печенья получается довольно много, это лишь малая часть. Пишите мне в комментариях, любите ли вы такое печенье или слышите о нем впервые. Всем рекомендую попробовать, кто еще этого ни разу не делал. Ну что ж, на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам легкой готовки и приятного чаепития. До новых встреч, пока!